Всем привет! Я расскажу, как пользоваться Game Studio. Game Studio – это редактор бандлов JS-DOS. Они необходимы для запуска DOS-игр в браузере через JS-DOS API. Сайт DOS-Zone – это репозиторий JS-DOS бандлов, и любая игра на этом сайте – это отдельный JS-DOS бандл, который вы можете редактировать через Game Studio, используя иконку карандаша. Сейчас я покажу, как добавить мобильное управление и как настроить игру через Game Studio, чтобы она работала в браузере. Откроем Game Studio. Готово. Студия имеет несколько возможностей для создания JS-DOS бандлов. Во-первых, можно загрузить zip архив или JS-DOS архив. JS-DOS архив – это тоже zip файл, но с настройками для DOSBox. Во-вторых, вы можете открыть бандл, используя свой токен. Если вы ранее запускали студию, редактировали вне игру и сохранили бандл в облако, то, используя свой токен, вы можете восстановить этот JS-DOS бандл и продолжить редактирование. Это очень полезная функция, если вы, например, редактируете игру на компьютере, а затем вы хотите проверить ее на мобильном устройстве. Чтобы вам не скачивать архивы и не перекидывать их на устройство, вы можете запомнить свой токен. Затем ввести его на мобильном устройстве, чтобы загрузить соответствующий бандл, проверить его, отредактировать и загрузить обратно в облако. Загрузка может занимать длительное время, поскольку бандлы могут быть большого размера. Каждый раз они грузятся заново, чтобы избежать кэширования. Сегодня я вам продемонстрирую, как настроить игру Doom 2 для работы на мобильном устройстве. Для этого будем использовать инструменты Game Studio. На мобильном устройстве нам потребуется приложение DOS-Zone Browser. Мы можем использовать обычный браузер на мобильном устройстве, но он менее производительный, чем приложение. DOS-Zone браузер имеет аппаратное ускорение эмуляции, и поэтому в нем игры будут работать значительно быстрее. Например, тот же Doom 2 скорее всего будет тормозить, если вы будете запускать его с браузера на мобильном устройстве. Но если вы будете запускать его из приложения, он будет работать отлично. Предполагается, что у вас есть архив игры. В нашем случае это архив Doom 2. Переходим к окну настроек DOSBox. Здесь мы можем менять различные конфигурации. Для Doom 2 нам нужно установить функцию Autolog. Поскольку это шутер от первого лица, то нам нужно отслеживать движение мышки за пределами окна. То есть мы хотим поворачиваться и смотреть вокруг себя. Без функции автолог, когда курсор выйдет за границу окна или экрана, игра перестанет получать события и управлять станет невозможно. В режиме автолог браузер захватит ваш курсор мышки и не будет позволять ему покинуть пределы окна. То есть вы можете бесконечно поворачивать взгляд налево и направо. Следующее, что нужно указать, это скрипт запуска по умолчанию. Обычно он выбирается на втором шаге. В типичных DOS-играх нет автонастройки устройств, поэтому вначале нужно их настроить. Например, настроить звуковую карту, управление и так далее.
Поэтому мы не будем запускать Doom.exe, а оставим пустой скрипт и создадим бандл, чтобы оказаться в командной строке DOS. Нажимаем кнопку Create Archive. Здесь нужно подождать, так как происходит сжатие игры в zip-архив и загрузка его. Поскольку мы не указали запускной файл, у нас появилось окно DOS. Запускаем Setup.exe и выбираем звуковую карту. Затем выбираем управление. Установим управление через клавиатуру и мышь. Теперь нужно задать кнопки для управления. Повороты влево-вправо, смещение влево-вправо, огонь, открыть, ускорение. Сохраняем и выходим. Теперь нам нужно поменять стартовый скрипт. Для этого загрузим JDOS архив в облако, чтобы он был доступен по токену. И мы могли его использовать на других устройствах. В данном случае кнопка «Назад» не может быть использована, потому что она вернет нас в первоначальное состояние, без изменений, которые мы внесли в Setup.exe. Таким образом, нужно использовать загрузку в облако, а затем перезагрузить страницу. Используя токен, загружаем наш бандл в облако из облака. Теперь в скрипте запуска указываем стартовый файл Doom.exe и повторно нажимаем Create Archive. Давайте проверим, сохранились ли наши настройки управления и звука. Ой, мы указали неправильный запускной файл. Нужно было указать Doom 2 вместо Doom.exe. Исправим это. Для работы на персональном компьютере этого достаточно. Doom 2 запустился. Управление мышкой и все кнопки работают правильно. Как я и обещал, добавим управление для мобильных устройств. Начнем с передвижения. Любое мобильное управление, которое мы добавляем в JSDOS Bundle, располагается на так называемом слое. Вы можете создать 1, 2 и сколько угодно слоев, между которыми можно переключаться во время игры. Добавляем первый слой. Мы видим, что здесь появилась сетка для расположения виртуальных элементов управления. Пустые ячейки и одна заполненная элементом управления Options. Он создается автоматически, и этот элемент не используется на сайте DOSZone, поэтому я его удалю. Вы видите ячеистую структуру, она позволяет элементы располагать, как показано на экране. Также можно переключиться на равномерную сетку.
Создадим в левом нижнем углу элементы управления. Для перемещения, то есть здесь будет кнопка вверх в настройках W. Здесь будет кнопка вниз, назад, влево, вправо. Здесь будет, соответственно, влево, вперед. Таким образом мы создали комбинацию. А здесь будет вперед и вправо. Здесь будет назад и влево. Здесь назад и вправо. Как видите, эти виртуальные кнопки работают. Кнопки работают, но, естественно, использовать их как есть неудобно. Нужен элемент управления джойстик. Чтобы его создать, в JSDOS есть так называемый джойстик-активатор. Активатор помещается в центр группы элементов управления и активирует их в зависимости от того, куда направлен. Меняем тип элемента на активатор. Посмотрите, как он работает. Мы сделали перемещение. Обзор вокруг тоже работает автоматически, так как любой свайп мимо элементов управления интерпретируется как движение курсором. Свайпы влево-вправо, вверх-вниз приводят к тому, что главный герой осматривается. Далее нужно добавить кнопку для открытия дверей. В настройках мы указывали Space. Теперь перейдем к элементам управления для выбора оружия. Нам нужно разместить на экране 7 кнопок. Но если мы разместим их здесь, то они закроют большую часть экрана, большую часть игры. Это неудобно, поэтому мы создадим второй слой, который будет отвечать за переключение управления. Оставим сеточную структуру. Добавим 7 кнопок. Мы заполним этот слой кнопками, но нам нужно еще будет добавить кнопку, которая позволит переключать слои. Для этого есть специальный элемент управления, а здесь надо было начинать ставить элементы управления, поэтому я их перемещаю. Элемент управления для переключения слоев называется Switch. Здесь мы должны указать слой, на который будем переключаться.
Точно так же в первом слое мы должны добавить кнопку, которая активирует второй слой. Добавляем эту кнопку. Попробуем попереключать слои. Давайте активируем все оружие. Проверим, как переключаются слои. Итак, для непрерывной стрельбы нам нужна еще одна кнопка. Когда мы на мобильном устройстве нажимаем один раз на экран, происходит единичный выстрел. Но иногда нужно держать кнопку выстрела постоянно, чтобы сделать его непрерывным. Давайте добавим еще одну кнопку, которая будет отвечать за выстрел. Назовем кнопку F. Отлично. Мы сделали JSDOS Bundle Doom 2 для игры на мобильном устройстве. Загрузим его в облако и проверим, как он работает на мобильном устройстве. Ждем, пока бандл формируется и загружается. Итак, получилось. Перейдем к мобильному устройству. Проверим, как работает наше управление. Как я уже говорил, для максимальной скорости работы игр нам потребуется приложение DOS Browser. У меня оно установлено. Просто открываю его. DOS Browser – это просто обычный браузер Android WebView, который содержит код для запуска DOS с ускоренного DOS. Поэтому здесь сайт выглядит абсолютно так же, как на ПК. Переходим в игровую студию и вводим наш токен. Готово. Нажимаем «Загрузить». Исправлять нам ничего не надо, просто нажимаем Run Original File. Сразу переходим в полноэкранный режим и, пожалуй, увеличим элементы управления. Даже, наверное, слишком сильно увеличили. Запускаем игру. Выбираем сложность. Так. Перемещение работает. Стрельба тоже. Ух, как много их. Работает так, как мы и задумывали. Даже ничего не требуется менять. Мы убедились, что наше управление работает хорошо на мобильных устройствах.
Возможно, мы бы хотели выложить Doom 2 на сайт DOSZone в качестве основной версии игры. Для того, чтобы люди могли заходить и играть, сделать это можно следующим образом. Во-первых, нам нужно скачать файл JSDOS, либо запомнить токен. Только учтите, что токен будет перезаписываться, так как токен рассчитан на хранение только одного бандла. Поэтому, если вы будете использовать токен для публикации игры в DOSZone, не перезаписывайте его. Копируем токен, либо с помощью этой кнопки создадим JSDOS архив и сохраним себе на диск. Открываем сайт Talks.zone и создаем новую тему. Пишем название игры и сообщение, что вы создали новую версию Doom 2. Что эта версия хорошо работает на мобильных устройствах и вы просите ее опубликовать. Указывайте токен, либо, что надежнее, используйте кнопку «Загрузить». После того, как вы создали это сообщение, оно появится в списке непрочитанных, и я постараюсь выложить ваш бандл как можно скорее. Если по каким-то причинам я не увидел сообщение, то вы можете зайти в тему вашего сообщения и нажать кнопку «Пожаловаться». В качестве причины укажите другую причину, что вы хотели выложить новую игру. Я быстрее получу эту жалобу, увижу вашу игру и выложу ее, если она будет хорошего качества. Архивы, созданные в Game Studio, вы можете использовать как вам угодно. Можете публиковать их на своих сайтах и так далее. Какая-либо лицензия со стороны Game Studio отсутствует. Это прямой адрес для скачивания игры. Еще один момент. Допустим, у нас есть игра Doom и Doom 2. Очевидно, что управление у них одинаковое. Создавать каждый раз элементы управления, хоть и быстро, но неэффективно. Для этого есть специальная кнопка SJSON, которая открывает окно, где вы можете скачать полное описание всей структуры слоев. Вы можете его отредактировать, скопировать и вставить в другой бандл. Так работает Game Studio. Надеюсь, видео было понятным и полезным для вас. Спасибо.